Когда Алекс был совсем маленьким, родители отказались от него из-за его инвалидности. Однако заботливый доктор усыновил его. То, что он сделал потом, чтобы отплатить ей, невероятно. Был час ночи, когда родители Алекса осторожно выскользнули из дома, несколько раз оглянувшись, чтобы убедиться, что за ними не наблюдают. Они положили ребенка на заднее сиденье своей громоздкой машины и умчались. Примерно через 30 минут они подошли к порогу больницы, где родился Алекс. К счастью для них, охранника нигде не было видно. Он мог выйти в любой момент, поэтому им нужно было действовать быстро. Отец Алекса даже не потрудился выйти из машины. Мама быстро сняла его с сиденья, положила в корзину и опустила на пол. Не оглядываясь, она вбежала обратно в машину и уехала со своим парнем. Ни один из них не чувствовал вины за то, что бросил своего единственного ребенка, и все потому, что он не соответствовал тому, что они могли бы назвать красивым и здоровым ребенком. Алекс родился со странным аномальным наростом на шее. Этот недостаток создал барьер между ним и его родителями, поскольку им было трудно наладить с ним контакт. В большинстве случаев после того, как мама кормила его грудью, она сразу же забирала его и запирала в комнате, чтобы его не увидели нежданные гости. Его родителей также бесили ужасные взгляды, которые они получали, когда выходили с ним на улицу. Кроме того, их финансы сильно пострадали из-за того, что Алекс нуждался в круглосуточном уходе, поэтому они обвинили маленького мальчика в своем несчастье. Не в силах больше этого выносить, они бросили его в больнице. Маленький мальчик лежал на холоде, не плача и не издавая ни звука. Казалось, он знал, что он совсем один в этом мире, и ему нужно быть сильным самому. Только в 7 утра уборщица наконец заметила корзину в углу, куда мама Алекса заботливо спрятала ее. Она пришла в ужас, когда поняла, что у брошенного спящего 6-месячного ребенка был аномальный нарост на шее. Охваченная тревогой и жалостью, она быстро взяла ребенка на руки. Она отнесла его в больницу, чтобы согреть от холода, от которого его кожа уже побледнела. Уборщица, не теряя времени, поделилась ужасающей находкой с персоналом. Все они волновались за маленького мальчика и делали все возможное, чтобы ему стало лучше. Они кормили его, баюкали и пели для него песни. Пока они это делали, через несколько часов после прибытия директора больницы прибыла директор клиники доктор Амелия. Она была хорошо известна своей добротой и состраданием и заслужила репутацию благодаря своей преданности делу спасения жизней. Ее уникальный подход — не взимать непомерную плату, как во многих других клиниках, обеспечил ей широкое уважение и любовь среди людей в ее округе. Когда доктор Амелия расположилась в своем кабинете, готовая приступить к работе, она внезапно услышала тихий стук в дверь. Она пригласила уборщицу войти и была удивлена, увидев, что у нее в руках нет ничего, кроме пустой корзины. Доктор Амелия мягким тоном призвала своих сотрудников поделиться, в чем бы ни заключалась проблема. Сквозь слезы уборщица рассказала, как она подобрала мальчика с аномальным наростом на шее, оставленного на холоде у входа в клинику. В корзине не было ничего, кроме грязной бумажки с именем мальчика. Обеспокоенная благополучием ребенка, доктор Эмилия немедленно попросила персонал отвезти ее туда, где содержался ребенок. Когда они вошли в палату, доктор Амелия была тронута видом маленького Алекса. У него были самые печальные глаза, которые она когда-либо видела, и это разбило ей сердце. Она также могла сказать, что ему было очень больно из-за опухоли на шее. Было важно сообщить о ситуации властям, и доктор Амелия сделала именно это. Она также получила разрешение на уход за брошенным больным мальчиком. Готовая помочь, она дала указание персоналу поместить ребенка в отделение интенсивной терапии.
Там врачи и медсестры заботливо ухаживали за Алексом, следя за тем, чтобы он принимал необходимые лекарства, чтобы сохранить здоровье и силы перед предстоящей операцией. Доктор Амелия обратилась за помощью к полицейским и службам опеки, чтобы найти родителей Алекса, но все их усилия были тщетны. Им даже удалось найти свой дом, но когда они вошли туда, там было пусто. Они словно растворились в воздухе. Шли недели, а доктор Эмилия все больше времени проводила с Алексом, постоянно навещая его в палате, где он лежал в своей кроватке, беспомощный и испуганный. Она кормила его и заверяла, что все будет в порядке. Несколько недель спустя Алекс, наконец, был готов к операции. Маленького мальчика доставили на каталке в операционную, и команда экспертов приступила к удалению новообразований, которые покрывали его шею и лицо, что крайне затрудняло его прием пищи. После нескольких напряженных часов работы над Алексом операция была успешно завершена. Доктор Амелия не смогла сдержать слез, когда увидела, как Алекс преобразился с уменьшением роста. Маленький мальчик мог сойти за модель. У него были идеальные черты лица, но самое главное, доктор Амелия знала, что у него был стойкий дух. Он мог принести радость любой заблудшей душе, чего не могли видеть его родители. Когда Алекс проснулся после операции, доктор Амелия бросилась к нему. Она сама покормила его, и впервые маленький мальчик поел с удовольствием. Весь персонал зааплодировал, увидев его счастливую, довольную улыбку. Теперь, когда вся тяжесть роста прошла, Алекс наконец-то почувствовал себя комфортно в своей собственной шкуре. Он был такой милой душой, и доктор Амелия не могла смириться с мыслью, что его заберут в сиротский приют. Она не была уверена, сможет ли кто-нибудь любить Алекса и заботиться о нем так, как она. Было бы слишком рискованно вверять его судьбу в чужие руки. И вот доктор Амелия решила сделать нечто неожиданное. Она сама удочерит Алекса. Через несколько недель процесс усыновления был завершен, и доктор Амелия официально стала матерью Алекса. Она любила его безоговорочно, помогала ему с учебой и вырастила из него доброго и честного человека. Когда Алекс стал старше, у него появилось сильное желание добиться успеха в жизни. В конце концов он поступил в колледж, где начал изучать архитектуру. Он действительно усердно учился и приобрел много полезных навыков. Он окончил его с отличием и начал работать в уважаемой компании. На протяжении всего этого путешествия доктор Амелия всегда была рядом, поддерживая и поощряя его делать все, что в его силах. На своем пути Алекс столкнулся со многими трудностями, но он не сдавался, и однажды произошло нечто невероятное. Он получил контракт стоимостью в миллионы долларов на строительство домов в элитном жилом районе. Алекс приложил максимум усилий к этому проекту, используя свой архитектурный опыт для создания домов, которые привлекли бы внимание людей. Когда проект был завершен, в результате были представлены великолепно выполненные дома изысканной красоты и качества. Благодаря своей непоколебимой целеустремленности и усердным усилиям Алекс добился замечательных успехов. О нем писали в журналах и брали интервью у нескольких местных изданий, а история его успеха облетела всю страну. Именно тогда его биологические родители обнаружили, что их ребенок не только жив, но и счастлив, и процветает. У него даже не было того странного нароста на лице, и они обратились к нему, умоляя дать им возможность снова стать его родителями. Однако Алекс прямо сообщил им, что в его сердце для них не осталось места. Они ушли в то время, когда он нуждался в них больше всего.
и теперь он был склонен ответить им тем же. Шли годы, и Алекс становился все успешнее и богаче. Он был всем обязан доктору Амелии. Если бы она не усыновила его, он не был бы тем, кем является сегодня. На самом деле, он мог быть уже мертв. Как Алекс часто говорил своим работникам, Алекс знал, что пришло время наконец отблагодарить свою мать за все, что она для него сделала. Поэтому он решил подарить ей то, о чем она всегда мечтала. То, что он сделал дальше, поистине удивительно. Алекс построил большую больницу специально для доктора Амелии и снабдил ее новейшим медицинским оборудованием. Когда она увидела это, то была невероятно счастлива и благодарна удивительному молодому человеку, которого ей посчастливилось назвать своим сыном. Она была рада, что последовала своим инстинктам и усыновила Алекса. В конце концов, они оба были очень довольны прекрасными и любящими отношениями, которые у них сложились вместе. Хотите вдохновляющую концовку? Что вы думаете о решении Алекса навсегда расстаться со своими биологическими родителями? Вы бы когда-нибудь усыновили ребенка, родившегося с проблемами со здоровьем? Расскажите нам в комментариях ниже.